Доброго времени суток. Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Давно я этого не делала, поэтому я решила, грубо говоря, просто взять телефон и пройтись по вашим комментариям, каким-то, может быть, интересным вопросам. Кстати, хотела сказать, сегодня позвонил адвокат и сказал, что он забрал мое свидетельство о разводе, так что я смогу уже в скором времени поехать, то есть в любой день я могу с ним встретиться, с адвокатом, и забрать свое свидетельство о разводе. Так что поздравьте меня. Ну и последнее, что я вижу, это комментарии по поводу видео, которое у меня вышло. Это было видео по поводу, как переезжают египтяне. Я показывала вам, как с помощью каких устройств кранов переезжают египтяне. Можете посмотреть, ссылка на это видео наверху. И также был в этом видео разговор по поводу женщин, что бывают очень красивые египтянки. Я рассказывала, что есть такие египтянки, которые вообще выглядят очень красиво, которые очень красивые. И я смотрю просто комментарий, Лив 3101 написала, что нет некрасивых женщин, надо правильно за собой ухаживать. Это верно, но есть определенная природная красота, которая восточная красота, которая непривычна для нашего глаза, так же, как и восточным людям непривычна немножко наша красота. Но есть действительно очень красивые девушки, очень красивые. То есть там даже дело не в ухаживании, а просто красивый человек. Вот что я имела в виду. Это, как правило, такие вот тонкокосные, тонкие черты лица. Очень интересные девчонки, египтянки, я имею в виду. Деньги просят все. Ну это было по поводу попрошайничества на улице. Деньги просят все, работают в Карфуре, покупают больше тебя. Бабы прямо цепляются за руку, тянут, даже определяют, сколько надо дать. Не реагируют, тянут за руку, начинают нервничать. Ненавижу, когда дотрагиваются, буквально на днях. Дай 20 фунтов. Отправила, тянет за руку, я разнервничалась, в машине стало мне плохо, мужа пришлось останавливать, пока пришла в себя. Я лечу суставы, пью лекарства, наверное, нерв спинной отреагировал. Пульсировала вся спина, это кошмар, если не просить, то украсть в крови. Да, очень часто просят, и именно без какой-либо причины, просто потому что иностранцы. Бывает такое, вот идет женщина, вот, кстати, вчера меня укусила какая-то фигня, вон на руке. Вчера вышла с Бобиком вечером гулять, и чувствую, что-то зачесалась рука, что-то укусила. Я почесала сильно, думаю, сильно как-то очень это... А сегодня смотрю, уже как бы опухлая рука, и вот здесь вот как появилось такое красное. Поэтому сейчас пойду к врачу, потому что я чувствую, что началось уже горение, какое-то неприятное ощущение. Бог его знает, какие насекомые могут укусить. И даже не Бог его знает, какая может быть реакция аллергическая. Так, Таисия Зырянова, Галя, где ваша мама? Куда дели Лилю? Вы молодцы. Девочки, никуда маму не дели. Вот мама 2 дня подряд ездит на работу, в организацию. Так что спасибо большое, что переживаете. И спасибо, что интересуетесь. Отвечает на комментарий. В Бейруте живут не только арабы, там других наций полно. Те же самые армяне живут, ливанцы красивые. Кстати, очень много армян живут в Египте. Вот кто не знает, для тех я открою. Тут целая армянская диаспора с давних пор. Далее пишет Марина Дауд, которая предыдущий комментарий оставила. Я тоже думала, что они куколки, а потом оказалась смесь бульдога с носорогом. Хватит только репаные пятки, запах, крупные черты лица, настоящие фараоны были, темные были, и черты лица утонченные. Вот, и, Марина, я как раз вот и говорю именно, есть разные, есть такие вот грубые, крупные, такого вот плана, костяк широкий, а есть очень утонченные, с тонкими чертами лица, тонкий костяк, очень красивые девушки. Вот я про них и говорила. Дальше Вера Иманович, галочка лайк за хорошее видео. Хочется поплавать в Фарате. Есть отдельные пляжи, где разрешено приводить на купание собак. Вот очень здорово. А здесь вот такая вот проблемная ситуация с собаками. Туркана Нусратова. У них почти нет красивых женщин, как вы их описали. Это в Бейруте есть красивые женщины-красотки.
По поводу Бейрута хочу сказать, это Ливан. Вот, и там очень много евреев живет, и поэтому вот такое вот красивое смешение с еврейской национальностью дает очень хороший такой эффект. Значит, кто-то написал Абаки, да, собаке не место в доме. А Оксана Якувенко отвечает: а где ей место? Глупости. Я знаю мусульман, много кто держит в ветклинике, и дома больше больных собак лечит. Моего знакомого с Ирака 3 собаки дома, всех с улицы подобрали с мамой. Так что это все такое, как по мне, глупость полная. Вот, кстати, по поводу вот собак, я могу сказать, что вот эта наша соседка, которая весь Рамадан нас подкармливала, вот, мы с ней вот недавно общались, я ходила к ней в гости, она мне показывала как раз вот фотографии своей семьи, потом я видела ее сына, они приходили вместе с внуками, с детьми, мы познакомились. И я хочу сказать, что вот у нее 3 детей, 2 мальчиков, 1 девочка, и вот девочка очень талантливая, ну, девочка, она взрослая уже женщина, ей за 40 лет, у нее 2 детей, прекрасно зарабатывает, очень хорошо, она дизайнер, вот, дизайном занимается в домах, в квартирах, очень грамотный человек. И вот у нее как раз вот 4 собаки, вот это по поводу собак. Она мусульманка, но вот также держит 4 собак. Эта женщина, вот наша соседка, она не очень любит собак, а она, вот эта вот девушка, ее дочка, она содержит 4 собак, к ней приходит женщина каждый день, которой она платит 150 паундов в день, фунтов египетских, за то, что та готовит еду там для детей и так далее, убирает, готовит, гуляет с собаками, и вот таким вот образом живут животные. Так, это по поводу собак и нелюбви. Люди очень все разные. Потом Марина Давуд еще пишет: Галя, с собакой трудно, согласна, у них менталитет. У нас собака, когда у нас гости дорогие для нас, и мы хотим их принять, чтобы не было мысли о грязи, которую мы упомянули, то мы сдаем в гостиницу, то есть договариваемся с хозяином 25 фунтов в день. Просим по поводу кормления клетки. Тяжело для нас морально, забираем его, он рад до безумия. Обязательно приболевший, что все связано с условиями вне дома, иногда очень нужно огородить. Что касается отдыха, то в съемных квартирах или шале без проблем он с нами. А на пляж по очереди кто остается. Но все, понятно, как-то выкручиваются в данных ситуациях. Я знаю, что вот Яна, которая живет в Каире, тоже вот у нее 2 собаки, я помню, овчарка немецкая и небольшая собака. В Каире жарко, но ничего, они как-то справляются, живут и гуляют тоже. Но в Каире много парков. Вот интересно, Катерина Грис написала, что в странах Европы также мебель транспортируют в квартиру из нее. То есть я показывала, как снаружи через окна мебель завозят. Вот. Елена Богданович. Интересный способ с мебелью. Успешных вам тренировок и будущего отдыха на пляже. Спасибо большое, Леночка. Светлана Макеева. Галиночка, доброе утро. В Турции также лестницы узкие, грузовых лифтов мало. Многие продают квартиру с мебелью, чтобы не нанимать такой погрузчик лифту. Ну вот я тоже знаю, что очень тяжело, потому что мебель, насколько вы знаете, здесь в большинстве своих случаев покупается неразборная. Вот, если там вот молодожены, мебель вся тяжелая, кровати, шкафы, это потом просто нереально вывести, поэтому разводиться это очень такое дело тяжелое, именно в плане того, вот, куда вот эта вся мебель, как оно все будет делиться. Галамага Корп написала вот к предыдущему видео: вы показывали детский сад дочери, детской площадки нет. Детей не вывозят целый день из помещения или какой-то другой режим работы. Летом жарко, зимой холодно, все дети переносят. Галя, напишите, пожалуйста, нам очень интересно, кормят в детском саду, спят ли там в обед, заранее благодарны. Значит, по поводу детского сада расскажу. Вот по поводу, который Малик была. Это неплохой, кстати, достаточно детский сад, хорошее помещение, то есть там не жарко. Внутри вот этого здания есть площадка, то есть оно не полностью здание, то есть когда туда внутрь заходишь, проходишь, и там парк небольшой сделан, как небольшая игровая площадка. Именно, то есть здание оно не целиковое, а внутри здания есть вот такое, как открытое место, там дети гуляют, играют. Вот, по поводу еды, в детских садах здесь не кормят, так же, как не кормят и в школах. Это очень сложно, и привыкнуть к нам к этому очень-очень сложно. То есть, если ты отправляешь ребенка в детский сад, ты должен с собой приготовить, с ужасом вспоминаю, завтрак дать с собой, ланч дать с собой, потому что и забираешь ты ребенка где-то в 3-4 часа. То есть, должен быть с собой готов завтрак и ланч. Ланч они разогревают, ланч это как наш обед.
Вот, по поводу спят ли не спят, здесь вообще другая абсолютно ситуация. В маленьких группах подростковых они там могут стелить на пол такие наподобие как матрасы. Может быть, есть одна-две кровати, на которых кладут совсем грудных грудничков. Вот, как правило, есть такой полуденный отдых, но он никак не связан со спанием, с кроватями, с бельем, со всеми вот с этими делами, как принято это у нас, на каждого ребенка отдельная кроватка, этого вообще нет. То есть, если дети, когда после того, как они обедают, везде пол мягкий, и дети могут прилечь на такие, как расстилают, как такие матрасики, какие-то подушки мягкие. Дети могут на них прилечь. В некоторых детских садах есть. Дети просто садятся за парту и вот так вот спят. Наклоняются вот так и просто сидят и спят. Это очень тяжело, конечно, детям. Детишкам особенно они приходят с утра и сидят там, предположим, там до 2-3 часов, а некоторые до 4, а может и дольше. Детям это, конечно, очень-очень тяжело. Они приходят с детского сада очень уставшие, потому что ребенок не может нормально расслабиться. То есть у ребенка должна, по идее, быть, ребенок приходит, он переодевается в какую-то другую одежду, обязательно дается, соответственно, сменная одежда. Но вот они, как правило, дети приходят, и они вот в этом вот и ходят целый день в детском саду. Ничего не меняется в случае того, если ребенок там описывается или испачкается, или еще как-то. В этом плане очень неудобно, потому что у меня все дети ходили в детский сад, и я это прекрасно всю эту кухню их не знаю. И плюс еще я сама поработала 1,5 года в детском саду, в академии, поэтому я прекрасно знаю, как это все устроено, как это все ни в какую не сравнится с нашей системой и обучения. Я проводила программы обучения в детских садах. И это не сравнится никогда ни с нашей системой обучения, ни с нашей системой обеспечения детских садов, конечно, школ и всего остального. Наша система самая лучшая, конечно, дающая возможность матери, предположим, спокойно работать, быть спокойной за своего ребенка, когда есть доктора, плюс там нет еще медицинских сотрудников, может быть, есть какой-то там приходящий медицинский сотрудник, но все это вот на таком вот, как сказать, кустарном уровне. Не побоюсь слова кустарный, потому что я, опять же, работала в хорошей, высокооплачиваемой, дорогостоящей, престижной академии, вот на Скафраубду. 1,5 года я отработала, поэтому я знаю, о чем я говорю. Ни в коем случае не сравнится с нашей системой, с нашей государственной системой детских садов, системой обучения, медицинского обслуживания и всего остального. Ну вот Юлия Буланова как раз вот и говорит то же самое, отвечает на этот вопрос. Так что на сегодня у меня все. Всем спасибо большое за внимание. Пока задавайте ваши вопросы в комментариях, постараюсь на них отвечать.